Привет, вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор новенького Hummer MLT 580 на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Итак, мы в кабине, у нас здесь Mercedes. Мы много раз разбирали все помощники и нюансы Mercedes, но в двух словах быстренько давайте еще пробежимся. Крутая мультимедиа, здесь у нас есть встроенная навигация, все русифицировано. Естественно, можем подключить телефон там по Bluetooth и так далее, но по проводу можем подключить вообще CarPlay и иметь здесь Яндекс.Навигатор, там Яндекс.Музыку и другие приложения, которые установлены у вас на телефоне. Экран сенсорный, но одновременно с этим на руле есть вот эта вот кнопка, которая тоже сенсорная и по сути дублирует управление экраном, чтобы вы могли не отвлекаться на экран, прямо с руля ей управлять. Здесь же есть голосовой помощник, кнопочка громкости регулировки. Вот, раз радио включилось. Ответить телефон, там вернуться на домашний экран и так далее. С левой стороны на руле у нас тоже такая сенсорная кнопка, ей мы управляем уже экраном на приборной панели. Здесь у нас управление адаптивным круиз-контролем, то есть когда мы едем, машина сама будет тормозить, если тормозит машина впереди. То есть мы задали, допустим, там 100 км в час скорость, но впереди едет другая машина, тормозит, и машина наша, автодом, тоже сбрасывает скорость. Если кто-то с этим не знаком, посмотрите, у нас есть ролик, подробный более обзор на эти системы, это действительно очень удобно. В остальном, что надо отметить? Коробка автоматическая, расположено переключение на руле, с левой стороны управление там поворотниками, омывателями, дворниками и так далее. Еще из помощников есть система контроля полосы, она нас информирует о потере полосы и также немножко подруливает, нас спасает, когда мы пересекаем, например, сплошную, которая отделяет обочину. Тоже мы все это тестировали в реальности. Двигатель у нас здесь 2-литровый, новый Mercedes. Что еще из удобного есть? У нас есть возможность закрыть ступеньку прямо с водительского места, нажав кнопку. Вот сейчас она, кстати, была открыта, я нажал, и она закрылась. Мы можем слить бак с серой водой нажатием на вот эту кнопку, что тоже достаточно удобно, не надо ничего выходить на улицу, крутить какие-то краны, открывать. Мы увидели какую-то ливневку подходящую или специальное место для слива, подъехали, по зеркалам посмотрели, кнопку нажали и все слили. И ну и здесь у нас есть блокировка там дифференциалов и помощь при спуске помощник. В целом на этом, пожалуй, все. И можно еще выделить только камеру, которая у нас здесь есть, установлена. Штатная камера заднего вида, когда мы сдаем назад, это действительно очень сильно помогает, на автодоме важно. У камеры есть два режима, можем сделать вот так вот раз пошире, но у нас получаются небольшие искажения, или же включить обыкновенный режим и видеть ровно то, что находится сзади. В жилое пространство мы попадаем таким образом, что разворачиваемся на водительском или пассажирском кресле, и все, раз, и мы в столовой группе. Отделка салона у нас здесь в данном случае ткань, ну, с кожаными элементами, то есть сзади вот кресла кожаные, подлокотники кожаные, подголовники тоже, но само сиденье тканевое. Тут с одной стороны можно сказать, что это хуже, с другой стороны самые истираемые места, они сделаны из кожи, а остальное тканевое, и таким образом вам никогда не придется садиться зимой на холодное, а летом меньше как бы потеет, когда сидишь на ткани. Напишите в комментариях, как вам больше нравятся, кожаные или тканевые салоны, тоже такая вечная дилемма, вечный вопрос вкуса и выбора. К столовой группе. Стол у нас поворачивается в разных направлениях, сдвигается влево-вправо, и теоретически он может опускаться и организовывать дополнительное спальное место по ремням безопасности. 2 ремня безопасности, естественно, в кабине и 2 ремня безопасности в столовой. То есть ехать могут 4 человека, а спать 2 плюс 1, как говорится. Но если сделать, как я уже сказал, опциональный стол, то получится, что и 4 спальных места. Также в столовой у нас есть вот такой большой телевизор. Кронштейн опускается, и он у нас доступен. Он зачем-то поворачивается. Честно говоря, зачем он здесь поворачивается, я не знаю.
и никакого смысла в этом не вижу. Куда-то его развернуть особо невозможно, кроме как вот я сейчас его выдвинул. То есть смотреть его удобнее всего вот с этих двух мест, которые разворачиваются в кабине. Именно это одна еще из причин, почему я все-таки считаю, что такой тип автодомов это все-таки для двоих. То есть в основной спальне удобно спать все-таки вдвоем, хотя можно больше, и передвигаться, вот смотреть телевизор, пользоваться всеми удобствами, все-таки здесь лучше вдвоем. То есть с комфортом, премиально, но вдвоем. Но как бы возможности, какие-то вариации есть, это уже вопрос выбора. Я тем временем уже по сути оказался на кухне. Кухня у нас организована вот таким образом, небольшой островок, какой-то рабочей поверхности, кроме как вот этого модуля, особо нет. Здесь у нас опускаются стеклышки, и таким образом, когда мы готовим, мы можем из мойки сделать рабочую поверхность, или же, когда нам нужно там, помыть посуду, что-то еще, вот у нас здесь получается рабочая поверхность. 3 огня и электроподжиг. Но все-таки небольшая дополнительная рабочая поверхность у нас есть. Вот здесь вот раскладывается такой небольшой столик, в проход по сути. 5 килограмм максимальная нагрузка на этот столик. Далее, ну, кран, естественно, у нас здесь есть на кухне, и розетки 220 вольт и 220 вольт 2. Выше шкафчик, чтобы хранить что-то кухонное, и внизу 3 ящика. Один есть лоток для вилок и ложек, и ниже просто ящик, и побольше ящик с мусорным небольшим ведерком, фиксирующимся на стенку ящика. Максимальная нагрузка на ящике 15 килограмм. Далее у нас идет холодильник. Холодильник компрессорный, 142 литра, иногда меня поправляют, я просто чуть-чуть округляю, потому что эти 2 литра в объеме не то, что сильно принципиально. Но если кому принципиально, 142 литра объем холодильника, внутри находится морозильная камера, холодильник компрессорный, работает только от электричества 220 и 12 вольт. Более эффективно, быстрее охлаждается, лучше держит температуру, в принципе такой же холодильник, как у вас стоит дома. Санитарный блок расположен по левому борту, напротив кухни. Здесь у нас и душевая кабина, и туалет. Душевая кабина, я вот в ней сейчас нахожусь, вот эти дверки, мы их закрываем вот таким образом, и получается душевая кабина. Сейчас не могу закрыть прямо их, потому что стою на поддоне, который не дает закрыть двери. Поддон нужно вынуть деревянный для того, чтобы воспользоваться душем, но он нам нужен для того, чтобы не портить поддон сам пластиковый, когда мы просто пользуемся здесь как полом. Вот здесь у нас, собственно, на рейлинге душ. Мой рост 1,80 м, и я практически под самый потолок, то есть 1,85 м, наверное, максимальный рост, с которым здесь будет комфортно. Если вот убрать поддон, там минус ботинки, то вот где-то так. Если ваш рост выше, то, наверное, уже не супер комфортно в душе будет находиться. Остальное жилое пространство чуть-чуть пониже пол, поэтому все-таки побольше места над головой. Далее здесь есть раковина, имитация такая искусственного камня, все-таки это скорее какой-то пластик такой, но очень похожий на ощупь и на внешний вид, как и искусственный камень. Есть пробочка и шкафчик для хранения всяких различных туалетных принадлежностей. Внизу есть еще один шкафчик, в нем внутри отделение для туалетной бумаги, и наружу вот так вот через щелочку высовывается, и все красиво, эстетично, и никуда туалетная бумага не падает. Ну и, конечно же, биотуалет Тетфорд с электросмывом у нас тоже здесь присутствует, и большое зеркало. Основная спальня. В целом, по сути, она вот для двоих. Но в одном из прошлых обзоров мы смотрели похожую модель, и она была реально полностью для двоих. А здесь у нас уже в комплектации есть вот такая дощечка и подушка. Вставляется вот сюда или складывается, убирается в шкаф. И таким образом у нас получается, что вся задняя часть автодома – это большая кровать. Хотите, считайте это большой двуспальный. Хотите, можно считать на троих, или, как говорится, 2+1. Вот тут уже сами решайте, сколько здесь получается таким образом спальных мест. И также в эту комплектацию входит вот эта лесенка, потому что мы поднимаемся по ступенькам, когда кровать разделена, но если мы ее соединим вот таким образом, то нам потребуется лесенка, которую мы можем сюда поставить. Далее, что у нас здесь есть? У нас здесь есть шкафчики, вот так они выглядят, и они у нас расположены точно такой же напротив и в изголовье. Также в изголовье есть 2 светильника, общее освещение, вот эта вот подсветка, вот, то есть мы можем видеть по зонам, и точечные светильники. Также есть розетка 220 вольт, 12 вольт и 2 USB порта, расположены также в изголовье. Есть шторка, которая отделяет спальню от жилого пространства.
И с правой стороны небольшая гардеробная палочка, чтобы что-то повесить прямо здесь, в спальне, то, что вы сняли. Но, естественно, это не единственный шкаф, не единственный гардероб. У нас есть еще при входе, поворачиваем ручку, вот такой вот узенький шкафчик. Здесь гардеробная палочка и внизу полки. И под кроватью еще один большой шкаф, тоже с гардеробной палочкой. Мало того, вверх у нас поднимается вот так вот вручную вот эта часть кровати, и мы так можем отлично получить доступ к этому гардеробу. Таким образом, место для хранения вещей здесь, я бы сказал, ну, немало. В ступеньке у нас есть еще небольшой вот такой ларчик, размером, собственно говоря, с высоту этой ступеньки. И ниже какая-то ниша. Давайте посмотрим, что здесь. Ну, здесь у нас доступ чисто к коммуникациям в этом лючке. На этом, в принципе, в спальне все. По бокам 2 окна, наверху есть люк. Все с москитными сетками и шторками. Над дверью у нас расположены основные пульты. Слева печка Трума. Здесь мы можем включить отопление, включить подогрев воды. 6-киловаттная Трума дизель. И дальше у нас пульт управления всеми системами жизнеобеспечения автодома. Вот так включается общий пульт и отключается, например, вот освещение. Ну, уже отдельно можно выключить выключателями, но если вы уходите, можно все выключить разом. А также посмотреть заряды аккумуляторов салонного, в кабине и сколько у вас чистой и серой воды. Также мы увидим здесь подключение к внешней сети 220 вольт. По правому борту у нас есть маркиза Thule OmniStore. Далее у нас здесь подключение к сети 220 вольт и заливная горловина чистой воды, бак с чистой водой 120 литров, серая вода 100 литров. Часто некоторые задаются вопросом, почему серая вода меньше бак, а чистый больше. Потому что у вас вода еще расходуется для смыва туалета, и у вас есть кассета биотуалета 20 литров. Соответственно, вот эти 20 литров, они, по идее, попадают примерно как раз в кассету. Багажник. Максимальная нагрузка 350 килограмм конкретная в этой модели, но также можно, если вы будете заказывать подобную модель, заказать усиление, и будет максимальная нагрузка 450 килограмм в багажник. Только вдумайтесь, практически полтонны вы можете нагрузить в багажник. Здесь у нас есть уличный внешний душ. Здесь у нас также есть 2 розетки 220 вольт. Здесь удобно что-то заряжать, какую-то технику, электровелосипеды, электросамокаты, когда вы, например, стоите где-то в кемпинге. Есть вот такие направляющие с крючочками, с колечками для фиксации грузов, металлический пол в багажнике, ну и также есть освещение. Вот. Ну и полочки, в принципе, остальное вы все видите сами. Что-то еще добавить про багажник мне особо нечего. Сзади у нас как раз камера. Вот здесь мы ее можем увидеть. И есть лесенка, чтобы подняться на крышу. Она запирается ключом для того, чтобы ее открыть. У меня сейчас, к сожалению, нет ключа, поэтому открыть и подняться не могу. Но эта лесенка нужна нам для того, чтобы получать доступ на крышу, например, к дополнительному оборудованию, такое как солнечные батареи, или же крепить туда какие-то грузы. Всегда удобно, когда есть подобная лесенка. По левому борту у нас расположен газовый отсек. 2 баллона у нас здесь устанавливаются по 11 килограмм. И наверху вот здесь зафиксирована дополнительная кассета для биотуалета. Почему дополнительная? Потому что основная кассета у нас располагается вот здесь. Сейчас раз. Вот здесь у нас кассета. Оп, биотуалета Тетфорд. В этом лючке. Далее у нас еще лючок. Открываем его. Здесь у нас блок всей электрификации, предохранители. И есть небольшой вот такой просто, по сути, багажный отсек. В него можно получить доступ из-под кресла в столовой группе. Рядом еще есть, вот не сказал, выхлопное отверстие печи Трума. Ну и ниже открываем еще одну дверку. Раз. Здесь у нас расположены 2 аккумулятора салонных 95 ампер-час емкостью. Ну и осталось еще свободное место для того, чтобы что-то положить, связанное с электрикой. Ну или, возможно, поставить дополнительные аккумуляторы. Как минимум встанет еще 2. Hummer MLT 580 мы сегодня с вами посмотрели. Полноприводный интеграл. По сути,
Для комфортного проживания он двухместный, но теоретически может быть до 4 спальных мест и 4 ремня безопасности. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу конкретного автодома. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать наши новые ролики. Также у нас есть телеграм-канал у «Яхты на колесах». Там можно задать какие-то вопросы, пожелания к следующим роликам, увидеть различные лайфхаки. Так что не забывайте подписываться. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч. Пока.